У калитки она остановилась и долго смотрела на старый дом за голыми деревьями. Это был потемневший от времени дом на окраине Сент-Луис, стоявший среди запущенного двора. Эмили не боялась входить, она просто не была уверена, что имеет на это право. Рюкзак на ее плечах был почти пуст, как и последние годы ее жизни. Письмо от нотариуса пришло неожиданно. В нем говорилось, что некий Роберт Коллинз оставил ей дом. Имя было совершенно незнакомым, но Эмили все равно приехала. Ей больше некуда было идти. Ей было 43. За последние 2 года она потеряла квартиру после тяжелых юридических проблем. Сначала она с дочерью Софи скиталась по съемным комнатам, потом девушка уехала жить к подруге в другой штат. Эмили осталась одна и устроилась уборщицей в больницу, проводя ночи среди пустых коридоров и запаха хлорки. Калитка тихо скрипнула, когда она вошла во двор. Дом выглядел старым, но крепким. Она открыла дверь тяжелым ключом и ожидала увидеть запустение. Однако внутри оказалось удивительно чисто. На столе стояла кружка, на подоконнике лежали сухие травы, а возле печи были аккуратно сложены дрова, словно хозяин готовился к чьему-то приезду. Под кружкой лежал конверт. В письме Роберт писал, что когда-то знал ее мать Хелен. В молодости они дружили и иногда переписывались. В старых письмах Хелен рассказывала о своей дочери. Роберт остался один и решил оставить дом тому, кто, по его мнению, сможет начать здесь новую жизнь. Эмили долго сидела за столом, держа письмо в руках. Ее мать умерла много лет назад, и многие слова так и остались несказанными. Мысль о том, что кто-то помнил ее и думал о ее дочери, казалась странной и неожиданно теплой. Она медленно осмотрела дом. В шкафах стояла посуда, в кладовой — банки с вареньем и крупой, аккуратно подписанные мелким почерком. Казалось, кто-то готовил все это заранее, на случай, если она однажды все-таки приедет. С третьей попытки Эмили растопила печь. Когда огонь разгорелся и комната наполнилась теплом, она впервые за долгое время почувствовала спокойствие. Во дворе виднелись заросшие грядки и старая яблоня. Все это можно было постепенно привести в порядок. Она не строила далеких планов. Ее мысли ограничивались только завтрашним днем. Проснуться рано, осмотреть крышу, пройтись по улице, узнать что-нибудь о человеке, который оставил ей этот дом. Вечером Эмили позвонила дочери и сказала, что теперь живет в старом доме на тихой улице. Через несколько секунд молчания Софи решила приехать через несколько дней. Ночью Эмили легла на старый диван под найденным пледом. Дом уже не казался чужим. Он выглядел терпеливым и спокойным, словно долго ждал человека, который не станет спешить и сможет ценить тишину. Иногда доброта приходит от незнакомцев и появляется именно тогда, когда жизнь почти лишила надежды. И именно такая тихая доброта остается в памяти дольше всего. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.